Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов. Даже с рукой, неважно. Sprechen Sie Deutsch? Друзья, а ведь пора. Хвича Кварацхелия на пути к финалу. Мечта, о которой он говорил еще давно, она становится реальностью. Совсем чуть-чуть, осталось 3 шага, и мы увидим игру Хвичи Кварацхелия в финале Лиги Чемпионов. Но сегодня нужно обыграть Астон Виллу, вернее, ей не проиграть. Давайте разбираться, почему это может тоже случиться. Друзья, всем привет! Вот так незаметно пролетели выходные, были там яркие матчи, вы наверняка наслаждались голами Китаишвили, вы видели, что творил Журико с Сент-Этьеном, 3-3 с Брестом, а Хвича Кварацхелия все это время отдыхал, но мы знаем его трудолюбие, его помешанность на футболе, и я уверен, что он, конечно же, тренировался и готовился к предстоящим матчам против Астон Виллы. Готовился и я. Сегодня, кстати, у нас очередной стрим. Забегайте до игры, по ходу матча, после матча. Мы, как, знаете, магазины 24/7, работаем все время. Опять будут гости, ну, может быть, таких известных не будет, хотя Михаила Ашветия я все-таки еще раз попробую пригласить, но пока список гостей не такой большой. Если вы считаете, что публика должна вас увидеть и услышать, приходите, я буду рад, вне всяких сомнений. Ну, а сейчас давайте разбираться, что ждать от матча. Итак, Астон Вилла, ПСЖ, матч опять против английской команды. Я вам напомню, если вы вдруг забыли. ПСЖ Манчестер Сити 0-2 был счет по ходу матча, решающая игра для ПСЖ. Хвича смотрел ее с трибуны, болел за команду, но помочь ей не мог. 4-2 выиграли. Первый английский след. Но если вспомнить, кстати, еще был Арсенал до этого. Поэтому, кстати, с Арсеналом выиграть не получилось. Тогда проиграли, и Арсенал может попасться в полуфинале. После Ман-Сити в первом раунде плей-офф команде попался Брест. Там без шансов 10-0. Хо-хо. А потом Ливерпуль, который был вообще главным фаворитом турнира. Еще одна английская команда, 0-1 проиграли, 1-0 выиграли, пенальти, прошли дальше. И теперь Астон Вилла, ну то есть как хотите, третий английский соперник, четвертый английский соперник, как хотите называйте. Но вот такая вот английская напасть, и будем надеяться, что чисто английское убийство случится и сегодня. Но знаете, я перед игрой решил посмотреть вообще, а что там было по поражениям у той же Астон Виллы и ПСЖ вообще по ходу сезона. Вообще проигрывал ли кому-то Париж в 2 мяча в этом году? Но мы помним, да, Ливерпуль. Со времен Хвичи, кстати, со времен его прихода в Париж, всего одно поражение как раз против Ливерпуля и ничья с Реймсом 1-1. А так одни победы, представляете, сплошные победы. С ума сойти. Но давайте обратимся к статистике. Я, кстати, попросил чат GPT мне помочь, и вот он выдал такую статистику. Посмотрите, какое огромное количество поражений у Астон Виллы. Но это не удивительно, конечно, Астон Вилла играет в более сильном чемпионате. Поражение в матче с ПСЖ, конечно же, не было единственным для команды Уная Эмери. Но посмотрите, здесь и Арсенал 0-2, Тоттенхэм 1-4, Ливерпуль 0-2, Челси 0-3, Ноттингем Форест 1-2, Ньюкасл 0-3, Вулверхэмптон 0-2 и Кристал Пэлас 1-4. Но я отмечу, что большинство из этих поражений, они выездные. Дома проиграли только Арсеналу, и это было 24 августа. А где вообще мы с вами были 24 августа? Это уже почти, ну, не год, но больше, чем полгода прошло. Ну и давайте обратимся к статистике Парижа. Здесь, кстати, говоря о британцах, стоит, конечно, вспомнить про поражение Арсенала. Но тогда у Парижа не все было гладко, там был конфликт Дембеле и Энрике. Но очень вовремя команда выбралась из этого кризиса, ведь могла вообще даже в плей-офф не выйти. Но сейчас просто летит в Мюнхен на всех парах. В Мюнхене, кстати, именно там будет проходить финал Лиги Чемпионов. И мы с нетерпением ждем, чтобы и Париж там оказался в этом финале. Еще были поражения от Атлетико Мадрид 1-2, Бавария 0-1, ну и Ливерпуля. В общем, видите, что обе команды могут и не выигрывать, могут и проиграть. Но давайте обратимся к предматчевым пресс-конференциям, которые проходили вчера. У Уная Эмери много спрашивали о том вообще, можно ли сравнивать ПСЖ нынешний с ПСЖ его времен. Он как-то, знаете, особо на это не отвечал. Он больше говорил про то, что нужно выходить, показывать свою игру, как будто бы команда это может, команда это умеет, что мы видели в первом матче. И фактически, как бы, ну, плохо, что третий гол пропустили, но по факту все равно надо выигрывать. И если, опять же, сейчас в домашнем матче команда будет 2-1 вести, то нужно забить всего лишь еще один гол и перевести в дополнительное время этот матч. Но очень важно
важный фактор поддержки домашних трибун. Вот Эмери постоянно про это говорил. И я напомню, что очень давно Астон Вилла дома проигрывала. Я думаю, это тоже не случайно. И вот Эмери сказал, что нужно заставить болельщиков поверить в то, что Париж этот можно обыграть, что, в общем-то, у Астон Виллы получалось какое-то время. Совсем недолго в первом матче, но все же получалось. И вот Эмери считает, что это можно продолжить. Что касается пресс-конференции парижан, там были Дембеле и Луис Энрике. Дембеле много говорил про результативность в этом сезоне, что все у него получилось благодаря партнерам по команде, там конкретно по всем фамилиям прошлись. Конечно же, спросили и про Хвича Кварацхелию. Он сказал, что да, Хвича классный парень, и он, может быть, такой с виду скромный, но тоже любит пошутить. И во многом у Дембеле такая результативность благодаря классным партнерам, таким как Хвича. Энрике про Хвичу уже не спрашивали. Он говорил, что главное играть, в общем-то, в свой футбол, который команда показала в Париже и который команда показала в Ливерпуле. И вообще, знаете, вот это качество классных команд, играть несмотря ни на что. Пропустили 1-2, да пофиг вообще. И вот Энрике сказал, что надо выходить как будто 0-0, играть на победу, мы умеем контролировать мяч, мы умеем атаковать, почему бы, собственно, так и не сыграть. Еще спросили про отсутствие игровой практики на выходных. Я напомню, что матч с Нантом, матч чемпионата Франции был перенесен на следующую неделю, и получается, что вот сейчас после Лиги Чемпионов, независимо от того, как матч закончится, у Парижа будет матч на выходных и потом еще в следующую среду. Вот так вот Федерация футбола Франции пошла навстречу, ну и Лига 1 этот перенос оформила. Конечно, Дембеле пошутил, что скучновато без футбола. Энрике, наоборот, сказал, что да, это важная часть подготовки к матчу против Астон Виллы. Ну, в общем, вот такие мнения, вот такие основные мысли. Хвича Кварацхелия тоже вчера тренировался, все с ним в порядке. Как всегда, на прошлом стриме мы, кстати, обсуждали с Иваном Бодолевским, экс-пресс-атташе футбольного клуба «Рубин», что Хвича вот за сутки он такой покерфейс режим включает, серьезный, но вчера мы с вами это прекрасно могли видеть. Ну а сегодня с нетерпением ждем матча. Пишите ваши прогнозы, что вы ожидаете от этой игры, как оцениваете шансы Астон Виллы вернуться, есть ли они вообще. Я немного поделюсь своими мыслями. Честно, не думаю, что у Астон Виллы есть какие-то прям большие шансы. Я думаю, что какой-то элемент случайности может им помочь. Это не нужно исключать в матчах такого уровня, тем более плей-офф Лиги Чемпионов, когда, знаете, какой-нибудь пенальти, удаление, быстрый гол. Это может повлиять. Хотя, вот, знаете, такой стальной характер у Парижа, что я не верю, что это может случиться. И давайте еще отметим, что Хвича Кварацхелия, он лучший игрок Парижа в 2 последних матчах. А недавно была информация, что он попал в топ-10 претендентов на золотой мяч. Вообще это ого-го, топ-10, представляете? И мне кажется, чем для него не мотивация, исполнение той самой мечты, о которой он говорил. И я думаю, что, знаете, это как мечта Лео Месси, о которой мы с вами говорили, и за которой следили, за исполнением которой следили все вместе на чемпионате мира в Катаре. Хочется, чтобы это получилось, и давайте верить, что сказка продолжится, и она будет со счастливым концом. Болеем за Париж. Сегодня стрим за полчаса до матча 22:30 под Тбилиси. Все заходите, будет интересно, будет ярко. До новых встреч. Pour faire le chemin, je préfère te le faire au téléphone. Parce que si je redescends, tu me manques. En fait, faut. Ouais, je suis bien, on est assis et tout. Franchement, c'est dommage qu'on puisse pas avoir un chemin direct pour le vestiaire parce que c'était une position parfaite. Non, non.